Люди постоянно сталкиваются с серьезными природными катаклизмами, но порой трагические события и даже катастрофы случаются по вине человека. В Советском Союзе иногда трагедии строго засекречивали, а свидетелей заставляли молчать. Детали других дел и вовсе до сих пор неизвестны. Таинственные взрывы, гибель теплохода, смерть потенциального космонавта и многое другое в нашей подборке 10 самых грустных и загадочных катастроф в истории СССР, которые так или иначе пытались скрыть. Теория всего. 10 место. Взрыв на заводе 4D, Караганда. В 1942 году, во время Великой Отечественной, в рабочем поселке Караганды была построена мастерская, в которой производили динамоны – взрывчатые вещества, применяемые в горных работах и в боеприпасах. Когда война закончилась, мастерская выросла в самый настоящий завод взрывчатых веществ союзного значения. К 1956 году тут производили уже по 33 тонны взрывчатки в сутки, перевыполняя план. Но 21 июня 1957 года все пошло далеко не по плану. На заводе разгорелся пожар. В помещении было много бумажной тары, а конструкции были деревянными, из-за чего двухэтажное кирпичное здание моментально заполыхало. Совсем скоро раздался взрыв. Он был такой силы, что в радиусе 250 метров в домах вышибло стекла окон. Из-за взрыва и пожара погибли 33 работника завода вместе с директором. Лишь 20 тел были найдены целыми. Остальные были разорваны на куски, их пришлось хоронить в закрытых гробах. Родственникам отказали в прощании с погибшими. 33 гроба выставили в заводском клубе, а потом захоронили в братской могиле. Расследование катастрофы засекретили. По информации, ставшей известной позже, трагедия произошла из-за нарушений при строительстве завода. Его маленькая площадь, близкое расположение цехов и складов и желание перевыполнить план привели к грубым нарушениям производства и техники безопасности. Оборудование, которое работало круглосуточно в замкнутом пространстве, постоянно перегревалось. Это и спровоцировало пожар и взрыв. Виновными были признаны директор завода и несколько его подчиненных. Выжившие предстали перед судом, а еще несколько высокопоставленных чиновников лишились работы и заработали выговор по партийной линии. Но никакой подробной информации о результатах уголовного дела СМИ выяснить до сих пор не удалось. Материалы о деле не были найдены ни в архивах областного суда, ни в местной прокуратуре. 9 место. Таран жилого дома самолетом Ан-2, Новосибирск. В 1976 году по Новосибирску стали расползаться слухи не то о теракте, не то о камикадзе, не то о начале новой войны. Всем попытавшимся снять место трагедии сотрудники КГБ, одетые в штатское, вытаскивали и засвечивали пленку. О подробностях произошедшего стало известно лишь через 20 лет. Выяснилось, что в пятиэтажку влетел 23-летний пилот Владимир Серков. Из-за того, что из поврежденного самолета стало разливаться топливо, на лестнице дома разгорелся пожар. Люди прыгали в окна, пытались спуститься по балконам и даже залезть на крышу. Жители ближайших домов помогали пожарным, растягивали одеяло, чтобы ловить погорельцев. От взрыва и пожара пострадали 30 квартир. Серков пошел на таран этого дома не случайно. В нем жили родители его жены. Там же должна была находиться и она. После ссоры с Владимиром женщина уехала к родителям и решила подать на развод. Серков приехал на аэродром. Его встретил знакомый дежурный, который без лишних вопросов дал ему ключи от самолета. Владимир сел в кукурузник и полетел таранить здание. Он думал, что в это время в квартире будет тесть с тещей и его жена с 2-летним малышом. Но, к счастью, дома их все-таки не было. Но без жертв обойтись, конечно, не могло. Действия ревнивца убили 5 человек, включая 2 детей 4 и 6 лет, которые были в гостях у тети. Их мать скончалась через неделю от сердечного приступа. Еще один 4-летний мальчик скончался от полученных ран в больнице.
Его мама тоже умерла позже и из-за этого не вошла в официальный перечень погибших. Жертв могло быть еще больше, если бы Владимир врезался в дом не в районе подъезда, а там, где были квартиры. Но ему смог помешать растущий у дома тополь. Теперь о трагедии ничего уже не напоминает. Дом был отремонтирован, а на месте тополя остался лишь пень. 8 место. Авария на авиамоторной. Москва. В 1982 году случилась одна из самых страшных трагедий за всю историю московского метро. Февральским вечером станция стала наполняться спешащими домой рабочими. И вдруг эскалатор под их ногами резко пополз вниз и набрал скорость в 2 раза быстрее нормальной. 2 минут хватило, чтобы люди начали падать, скатываясь по ступеням и перекрыв проход у нижней площадки. На следующий день в «Вечерней Москве» вышла короткая заметка. 17 февраля 1982 года на станции авиамоторная Калининского радиуса московского метрополитена произошла авария эскалатора. Среди пассажиров имеются пострадавшие. Причины аварии расследуются. Но сарафанное радио передавало чудовищные слухи о сотнях погибших, разорванных механизмами эскалатора и затопленной кровью станции. Многие стали избегать злополучную авиамоторную, боясь ходить по кровавой плитке. На деле пол авиамоторной был попросту вымощен мрамором красноватого оттенка, а механизмы эскалатора никого не перемалывали. Люди пострадали лишь от давки. Пытаясь спастись из нее, некоторые забрались на балюстраду. Конструкция обвалилась, и люди упали на бетон с 2-метровой высоты. Количество жертв трагедии стало известно лишь через 9 месяцев на заседании суда. 30 человек были ранены, 8 погибли. Следователи выяснили, что причиной катастрофы была работа тормозов. Одна из ступеней сломалась, разрушив нижнюю гребенку эскалатора. Аварийный тормоз сработал слишком поздно. 7 место. Гибель в барокамере. Немногим известно, что 24-летний Валентин Бондаренко мог стать одним из первых людей в космосе. Его группа готовилась облететь Землю на корабле «Восток». До полета оставались всего 3 недели. Валентин проходил подготовку в помещении с низким давлением и высоким уровнем кислорода – сурдобарокамере. В течение 10 дней там проверяли здоровье, состояние психики и реакцию будущих космонавтов. Роковое событие произошло 23 марта 1961-го. Бондаренко протирал датчики, установленные на теле смоченным в спирте тампоном, и нечаянно уронил его на раскаленную плитку, на которой грелся чайник. Вата сразу вспыхнула. Валентин пытался тушить огонь рукавом, но высокая концентрация кислорода заставила шерстяной комбинезон моментально загореться. Пламя стремительно распространилось по всей камере. Ее открыли лишь через полчаса, когда давление внутри выровнялось. 80% тела космонавта были обожжены. Врачи 8 часов подряд пытались откачать Бондаренко, но так и не смогли. Но узнать о трагедии мир ни в коем случае не был должен. Космическая гонка была в самом разгаре. Смерть Валентина Бондаренко не просто была скрыта, его стерли подчистую. Все документы и фотографии отряда были уничтожены. Обстоятельства трагичной гибели потенциального космонавта стали известны лишь 25 лет спустя, после того, как в 1986 году дело было рассекречено. 6 место. Катастрофа теплохода «Александр Суворов». Эта катастрофа произошла в 1983-м. В теплый летний вечер, ближе к полуночи, пассажирский теплоход «Александр Суворов» шел из Ростова-на-Дону в Москву. Отдыхающие на борту развлекались на верхней палубе и смотрели кино. Казалось бы, ничего не предвещало беды. На подходе к Ульяновску пассажиры на нижних палубах внезапно услышали сильный гул и металлический скрежет. Судно на полном ходу зашло под низкий пролет моста через Волгу. Теплоходу, как гильотиной, отрубило кинозал, танцпол, рубку и дымовые трубы. Но на этом беды не закончились. На мосту именно в этот момент проходил грузовой поезд, полный зерна, угля и бревен. От удара железнодорожное полотно сместилось, и вагоны опрокинулись, а их груз свалился на теплоход. Повезло лишь, что там же не оказалась цистерна с топливом.
Практически все, кто был на верхних палубах, погибли при ударе. Живыми оказались те, кто находился на палубах нижних, и, как ни странно, капитан корабля Владимир Клейменов. Он был найден возле опоры моста. Якобы его выбросило за борт в момент столкновения. Ликвидировать последствия трагедии пришлось 5 дней, ведь нужно было разбирать грузовые вагоны. Больницы Ульяновска быстро переполнились. Многие выжившие были серьезно ранены. Некоторым пришлось ампутировать конечности. Еще месяц после трагедии тела погибших вымывало на берега Волги. Неофициально из-за столкновения могли погибнуть больше 300 человек. Теплоход шел с перегрузом. Кроме 330 пассажиров, на борту были еще 50 членов экипажа и 35 человек обслуживающего персонала. Кроме этого, с ними были еще и их знакомые и родственники. Сначала власти пытались замалчивать трагедию, но спустя 2 дня все-таки стали появляться короткие заметки об аварии теплохода с человеческими жертвами. Но подробностей не сообщалось, а въезд в город был ограничен. Попасть туда могли лишь родственники жертв происшествия. Следствие выяснило, что виновна в трагедии была команда теплохода. Причем сейчас корабль продолжает возить туристов. Через некоторое время после трагедии его восстановили. 5 место. Куреневская трагедия. Киев. Черный понедельник. Так прозвали киевляне 13 марта 1961-го. Район Киева Куреневку затопило из-за прорыва дамбы. В начале 50-х по решению киевского руководства Бабий Яр постановили заполнить отходами Петровских кирпичных заводов. Это должно было помочь очистить карьеры от грунтов и ликвидировать огромный овраг, чтобы в дальнейшем эту территорию можно было благоустроить. Отходы кирпичного производства должны были вывести по трубам как пульпу – грязевую песчано-глинистую массу. Но работа проводилась с грубыми нарушениями. При том, что было необходимо построить бетонную дамбу, на ее месте появилась лишь земляная. Это привело к тому, что с 1957 года вода с песком стала заливать окрестности. Причем на жалобы местных жителей никто не обращал никакого внимания, а закачка пульпы продолжалась. Но 13 марта 1961 земляную дамбу прорвало. 6-метровая волна грязи буквально за секунды залила низину. А вместе самого прорыва вал и вовсе достигал высоты в 14 метров. Сель моментально снесла трамваи, дома и деревья. При этом многие рабочие погибли из-за невыключенного в депо электричества. Пульпа продолжала изливаться в течение получаса, заполняя все вокруг. Люди пытались спастись, вылезая через окна, потому что двери уже были залиты. Грязь разрушила газоснабжение и электричество, заблокировала канализацию. С места трагедии к вечеру удалось вывести 900 человек. 300 квартир в зоне затопления были признаны непригодными для жизни. Следствие установило, что катастрофа произошла из-за нарушения проектирования и строительства. За решеткой оказались проектировщики из Москвы и руководители строительного управления. Официальное количество погибших было обнародовано лишь через 2 недели. Жертвами оказались 145 человек. Еще 143 человека пострадали. Чтобы замолчать трагедию в Киеве, была отключена междугородняя телефонная связь. Только к концу месяца было опубликовано официальное сообщение о внезапном смещении масс грунта. На могилах некоторых жертв было запрещено ставить точную дату гибели, а подробности случившегося стали рассекречены лишь 30 лет спустя. 4 место. Взрыв баллистической ракеты на Байконуре, Казахстан. Космическая гонка между СССР и США заставляла скрывать не только гибель отдельных космонавтов, но и куда более серьезные трагедии. В 60-м на Байконуре взорвалась баллистическая ракета Р-16. Запустить ракету должны были 23 октября, но за день до старта пироболты, которые должны были подрываться для отделения секции ракеты, начали подавать ложные сигналы. Чтобы контролировать процесс, наблюдающие разместились максимально близко. В день запуска с ракетой вновь произошла нештатная ситуация. Несмотря на то, что по правилам старт нужно было перенести на месяц, Госкомиссия приказала не останавливать подготовку. Вместе с главным маршалом артиллерии Митрофаном Неделиным на стартовой площадке находилось больше сотни человек. Дальнейшие события стали развиваться стремительно. Пироболты прорвались и запустили двигатель 2-й ступени ракеты. Пламя разрушило баки 1-й ступени, что зажгло все ракетное топливо.
В этот момент произошел взрыв страшной силы. Пламя сжигало все вокруг. Через 2 часа спасатели смогли начать работу, когда огонь немного ослаб. Но практически все, кто находился в непосредственной близости с ракетой, погибли на месте. В их числе был и маршал Неделин. Пожар убил 74 человека, ранены были 49 человек. Раны и ожоги, полученные при взрыве, позже убили еще 4. По другой информации, 126 человек были заживо сожжены или погибли от ожогового шока. Произошедшее строго засекретили. Гибель маршала объяснили авиакатастрофой. Лишь в 1989 году информация о катастрофе стала общедоступной. Никто из выживших так и не был наказан. Главные виновные, технические специалисты, были убиты взрывом. Конструктор ракеты пережил инфаркт, но все же доработал свое изобретение. Уже через 4 месяца ракета впервые была удачно запущена, а через полгода встала на вооружение страны. 3 место. Кыштымская авария, Челябинская область. Эта авария была первой радиационной ЧС в Советском Союзе, а ее последствия уступают только авариям в Чернобыле и Фукусиме. В 40-е в Челябинской области приступили к строительству завода «Маяк». На нем должны были производить ядерные реакторы, конструировать детали атомных бомб и получать плутоний. Уже к 49-му радиоактивные отходы начали сбрасывать в соседствующие с заводом водоемы – Бесточное озеро Карачай и реку Теча. Сама авария произошла в 1957 году. На территории завода раздался взрыв силой в десятки тонн в тротиловом эквиваленте. Стекла вышибло на расстоянии 3 километров от завода. В атмосфере оказались радиоактивные вещества на 20 миллионов кюри. Их разнесло на 350 километров в северно-восточном направлении. Образовалась зона загрязнения размером с Израиль, которая была названа Восточно-Уральским радиоактивным следом. Внутри нее находились предприятия завода «Маяк», пожарная часть и военный городок, колония и населенные пункты с 270 тысячами человек. За первые сутки из зоны поражения были вывезены военные заключенные. Местных жителей начали эвакуировать лишь через неделю, и то только из тех населенных пунктов, которые сильнее всего пострадали от взрыва. А оставшиеся жители получали облучение, ничего о нем не подозревая. Все случаи лучевой болезни были отмечены лишь как некий невралгический синдром. Известно о происшествии стало лишь в 1989-м, спустя 32 года. Ее причиной следствие назвало отказ охлаждающей системы, из-за которой перегрелись и взорвались ядерные отходы. Неофициально сообщалось и о том, что сами рабочие завода могли слить в цистерну отходы, вызвавшие цепную реакцию. За 40 лет целых 10 тысяч работников «Маяка» заболели профзаболеваниями, а 4 тысячи умерли от лучевой болезни. На месте радиоактивного следа сегодня находится закрытый заповедник, где по-прежнему наблюдается высокий уровень излучения. Сейчас на этом месте ученые пытаются понять, как радиация может повлиять на окружающее пространство. 2 место. Железнодорожная катастрофа под Уфой. Эта железнодорожная авария стала самой крупной в истории СССР и унесла больше 600 жизней. Ночью 4 июня 1989 года 2 поезда с 1300 пассажирами неслись мимо друг друга, и в этот момент раздался взрыв, мощность которого была сопоставима с ударом по Хиросиме. Взрывная волна выбила стекла домов даже на расстоянии в 12 километров. Столб пламени виднелся и вовсе за сотни километров от взрыва. Оба поезда были серьезно повреждены. Прямо на месте катастрофы погибли 258 человек, а еще 800 получили повреждения. Позже 317 человек умерли в больницах. Трагедия убила почти весь состав юношеской хоккейной команды «Трактор-73». В обоих поездах ехали дети, которые даже не учитывались в качестве пассажиров. На месте трагедии установили мемориал, в котором выбиты имена 675 погибших. Следствие выяснило, что сдетонировал газ, который вытек из трубопровода, проходившего вдоль ЖД-путей. Он был уложен неправильно, а полный осмотр трубы прекратили проводить еще за 2 года до катастрофы. В результате через разрыв в трубе в низину стек пожароопасный пропан и бутан, а взрыв смеси могла вызвать искра от поездов или случайно выброшенный окурок. В 1995-м суд вынес вердикт, виновными были признаны 7 человек. Причем скоро половина из них была амнистирована.
Чиновники, которые должны были контролировать состояние труб, сумели уйти от ответственности. Ни один из них так и не был наказан. Первое место. Авария на Чернобыльской АЭС. Украинская ССР. Эта авария стала самой крупной за всю историю мирного атома. Сегодня она окружена огромным количеством различных легенд и слухов. Были ли сотни тысяч облученных и десятки тысяч погибших на самом деле? В 1970-м был построен город Припять для обслуживающего персонала Чернобыльской АЭС. Уже в 1982 году произошла первая авария, но тогда все обошлось без пострадавших, а ее последствия были устранены за 3 месяца. Ночью 26 апреля 1986 года случилось страшное. Тогда в смене проводились испытания турбогенератора на 4-м энергоблоке. В ходе работы планировалось остановить реактор и отключить аварийное охлаждение. В это время работники должны были провести необходимые замеры. Но безопасно остановить реактор не получилось. В 1 час 23 минуты по московскому времени прогремел взрыв и начался пожар. 200 тысяч квадратных километров были заражены радиацией. При этом людей не начали эвакуировать сразу же после происшествия, поэтому многие получили смертельную дозу облучения. В первые дни эвакуировали лишь 10-километровую зону, позже ее расширили до 30 километров. Из нее были эвакуированы 115 тысяч человек. Больше полумиллиона человек занимались ликвидацией последствий аварии, а общее количество жертв трагедии, погибших от рака и лейкемии, практически достигает цифры в 4000 человек. Расследование объявило виновными руководство и персонал АЭС. Первая информация о ЧП появилась только через 2 дня после трагедии, и то только тогда, когда Швеция, зафиксировав радиацию, объявила о желании подать запрос в МАГАТЭ. Трагедии случаются и сегодня, но кажется, что теперь замолчать их куда сложнее. Или все-таки это возможно? Как вы думаете? О каких скрытых катастрофах вы знаете? Нужна ли всем информация о таких происшествиях? Или лучше не рассказывать подробности, чтобы людям было спокойней? Пишите, что думаете, в комменты. Не забывайте подписываться и жать колокол. Впереди еще больше интересного.